То, о чем говорит Даттатрея, следует пережить в опыте через практику созерцания и поддержания воззрения. Недвойственный абсолют. Если вы представите, что вы перестали думать и начали глубоко, безоценочно осознавать, и благодаря безоценочному осознаванию открыли тонкий слой сознания, который не прерывается даже ночью. Он не исчезает даже во сне без сновидений. И этот тонкий слой сознания обладает сверхразумностью, светоносностью, большой анандой, блаженством. И внезапно, когда вы соприкасаетесь с ним, у вас возникает понимание. Это я сам. Это я. Это моя сущность, это моя опора, это основа моей души. Вот кто я такой в глубине души. И возникает блаженство из-за того, что я понимаю, какое я чистое, великое и святое и счастливое сознание. А когда я думал, что я кто-то другой, тело, личность, ум — это подобно забывчивости, подобно забвению, подобно выдумке, когда считал себя кем-то другим. И когда это и называется атман. Атман буквально переводится как «это я сам», самость. И когда мы глубже еще проникаем в это сознание, мы обнаруживаем, что этот атман, он един со всеми, и он не только мой личный, персональный. В нем есть моя доля персональности, но это не главное. Он вообще есть единое, универсальное, всеобъемлющее сознание, которое только и существует. И это снова я сам. И тогда вы думаете, вот это да. Я сам есть все, и я один только существую везде. Кроме меня никого нет. Даже днем с огнем не сыскать, со свечой, с фонарем, никого, нигде. Один я везде. В людях, в богах, в кошках, в собаках, во сне, наяву. Во дворце, в чулане, на земле, под землей, в аду, на небесах. Вообще никогда, кроме меня, никого нигде не было. Какое потрясающее открытие. Все меняет, все переворачивает. И вы затем думаете, как это вообще возможно? Разве так бывает? У вас большие, не то чтобы сомнения, но пока вы в этом не углубились, это не сомнение, нет, это другое. Это шок. Это просто знак вопроса до центра галактики в голове. Шок, который просто делает ваши глаза такими. И тогда вы открываете текст Авадхута-гиты, а он говорит то же самое. И вы понимаете, да, это так. Вы идете к гуру вам подтверждает это. И вы понимаете, да, это так, это новая реальность, с которой мне надо приучиться, свыкнуться, приспособиться, жить в ней, еще не потеряться в ней. Эта реальность настолько глубока и велика, что очень легко в ней себя утратить. Это как океан. А в ней еще надо действовать, жить, говорить, есть и даже севу делать. Даже энергии, силы проявлять. Нельзя теряться, потому что гуру скажет, не теряй действия во зрении, не теряй созерцание во зрении. И тогда внезапно вы понимаете, будучи сам, я играю во всех этих телах, и в этом теле я тоже играю. Я не могу действовать кармически, по-человечески, как прежде. Это невозможно больше. Потому что я узнал, как оно все обстоит на самом деле. Для меня больше нет дел в этом мире, да и в других мирах для меня в принципе дел нет никаких. Потому что и того старого я тоже нет уже. Тот старый я — это была некая фальшивка, как в каком-то кино там говорил, дурилка картонная. Это
был муляж, некое картонное чучело, которое я принимал за себя. Но это не я. Теперь я знаю, кто я. И теперь я не могу действовать как прежде. Но мое тело совершает какие-то действия. Ум, речь. Но это уже как игра. Я могу жить как проявление этого единого сознания. И поскольку оно является безусловным добром, безусловным благом, то, конечно, оно будет нести благо всем окружающим. Поэтому говорим, на благо всех живых существ. Вот отсюда родилось это благопожелание святых. Все мантры благословляющие.